Выскажу свое мнение по поводу Климкина и его феерического общения с настоящими журналистами. Ну, не с тем планктоном, с которым ему постоянно приходится общаться, и поэтому его общение вышло несколько нестандартным. Хотя в начале его приветствие было нестандартным. Павел Климкин, добро пожаловать в программу Conflict Zone. Добро пожаловать в страну, борющуюся с российской агрессией. Это, знаете, вот представьте, у человека, да, там, одна нога короче другой, и он всем представляется, говорит: да, здравствуйте, приветствует вас человек, у которого одна нога короче другой. Он не сказал, что приветствую вас в стране с самым лучшим черноземом или там с самыми умными людьми в стране, которая борется с российской агрессией. К чему? Вам пообещали свободный безвизовый въезд в Европу. МВФ возобновил финансирование. А когда вы собираетесь выполнять свои обязательства? А лучшая, на мой взгляд, фраза Климкина за все интервью. Какие обязательства? И я готов это посмотреть на перемотке бесконечное количество раз. Какие обязательства? Ну и дальше началось. То есть он все-таки решил говорить клише, решил говорить фразами. И поэтому начинает втюхивать про то, что они сделали столько, сколько не сделали до них там, за 20 лет, за 100 лет. Мы сделали определенно больше за последние 2 года, чем за предыдущие 20 лет. И не только в плане создания системы борьбы с коррупцией. 2 раза за интервью он скажет о ежедневных арестах. В стране происходят ежедневные аресты. Как я понимаю, каждый день арестовывают сплошь коррупционеров. А раньше, так я понимаю, что арестов в стране не было. В рамках которой происходят практически ежедневные аресты. Когда ведущий бьет наотмашь в лицо Климкина грязной вонючей тряпкой и вспоминает, как Байден нагибал президента Порошенко. По словам Байдена, Украина рискует тем, что страны ЕС, он говорил о 5 странах, готовы отозвать свою поддержку санкций в отношении Москвы. Нет, совсем все не так. Давайте не будем бросаться такими словами, потому что я лично присутствовал на встрече нашего президента с Джо Байденом. Не, ну то, что ты лично присутствовал, это, конечно, перечеркивает то, что говорил Байден. Но вот «Украинская правда» пишет о том, что на самом деле существует риск выхода некоторых стран Евросоюза из санкций. Где он сказал: соберитесь и занимайтесь делом. Он сказал: соберитесь и занимайтесь делом. Санкции касаются России, Поразительно, а все полагали, что они касаются Лаоса. которая ведет войну. Но при чем тут это, капитан Очевидность? Ведь речь идет о другом. Гибридную войну против Украины. Да хоть даже бластерную войну она ведет. Какая разница? Байден сказал о другом. Байден предупредил Порошенко. И это было сказано о том, что несколько стран Евросоюза могут закончить санкциями. Оккупировав Крым и фактически оккупировав Донбасс. Я по лицу журналиста вижу, что он не понимает, о чем речь. Так что санкции введены, чтобы заставить Россию уйти из Украины. Но санкции эффекта не достигли, Климкин. Ну признаю же. Санкции не достигли никакого эффекта в смысле изменения ситуации на обсуждаемой территории, разве нет? Так что сколько вы еще хотите продления санкций? И тогда глава МИД Большой Восьмерки, Большой Тридцатки или даже Большой Пятидесятки, Климкин, заявляет, что должны сделать страны Евросоюза. Во-первых, санкции должны оставаться до тех пор, пока Россия буквально не уйдет из Украины. И череда министров иностранных дел стран Евросоюза взяла под козырек: слушаемся, Климкин. Я верю в то, что люди и страны имеют право на свободный выбор. И это ваш выбор, это выбор Украины, которой суждено стать по-настоящему успешной. Да, нам суждено стать умными, красивыми, богатыми, нам суждено стать, только непонятно, какое это имеет отношение к тому, что задал журналист, к вопросу, который он задал, потому что создается впечатление, что Климкин вкладывает в себя готовые уже фразы, которые выплевывает, вне зависимости от того, какой вопрос ему задают. Но здесь он решил немного пошантажировать, на слабо взять, как в детском саду, знаете. Это еще и вопрос доверия к вам, вопрос сохранения вашего морального авторитета. Если вы позволяете России нападать на независимую страну, то вы открываете ящик Пандоры. После этого ведущий задает вопрос по поводу дебильного премьер-министра, который решил обозвать всех тех, кто может снять санкции, сообщниками агрессора.
Насколько это продуктивно, как вы считаете, навешивать ярлыки сообщников агрессора на людей, которые хотят снять санкции? Сейчас Климкин все объяснит, почему Гройсман так сказал. Да, но он сделал именно это, он навешивал ярлыки, ваш премьер-министр. Но что я хочу сказать? Да-да, я уверен, что это важное. Мы почувствовали волну настоящей международной солидарности впервые в истории Европейского Союза, и это истинная позиция ЕС. Но какое это имеет отношение к тому, что сказал Гройсман? Создается впечатление, что Климкину задают вопрос, какой сегодня день? А он говорит, да, мокровато. Нам, получается, понадобилась агрессия против одной независимой страны, чтобы выработать эту политику. А теперь это наш общий шанс собраться вместе, добиться результата и... Климкин четко себя причисляет к странам ЕС. То есть нам потребовалось, мы теперь-то, мы теперь, что сделано за 2 года? Заложено основание реформ. Основание 2 года клали. Заложена вполне прочная основа в вопросах реформ, да и вообще того, что сделано. И я хочу сказать, что это не единственный успех. Дальше журналист говорит, что министр экономики Прискер сказала, что не очень с реформами. Климкин говорит, да, я согласен, я видел министра экономики США как раз таки, но вы же не думали, что мы за 2 года можем все трансформировать? И если вы верите, что мы можем трансформировать по-настоящему систематически коррумпированную страну в европейскую демократию за 2 года, то это прекрасно, но... Кто вообще это говорит? Кто так говорит, что мы откатываемся назад? Дайте мне фамилию этого человека. То вот эта идея о том, что Украина возвращается назад, я никогда серьезно в ранге министра не слышал ни от кого. Процитируйте мне кого-то, кто сказал, что Украина идет вспять в вопросах реформ, потому что это важно лично для меня. И я даже знаю для чего. Для того, чтобы запретить въезд. Я помню, Климкин, как к тебе, падла, подошел журналист и задал вопросы, которые твои, планктон, вот это, которые вокруг тебя с микрофонами, не задают. И ты ему запретил, не ты, конечно. Ты шепнул кому надо. 5 лет запрет въезда в Украину. Ты же хочешь еще кому-то запретить, да? Вы мне говорите, что вы движетесь вперед, а люди говорят, что вы движетесь назад. Да нет, совсем не так. Да нет, совсем не так. Он тоже несколько раз за интервью говорил. Потом аргументы сногсшибательные, как всегда. Здесь есть чем гордиться? Я приведу вам другой пример. При прежнем режиме, знаете, я хорошо помню этот опрос. Доверие к украинским судам испытывали лишь 4% населения. Ты попал, Климкин. Новый опрос, 24 мая 2016 год. Украинцы тотально не доверяют власти. Судам 1%. Можно трансформировать это все в заключение о том, что новая власть сократила доверие украинцев к судам в 4 раза. В 4. Представьте, только 4% украинцев. Даже если они это сказали в каком-то эмоциональном порыве, то сегодня это совершенно другая ситуация. Конечно, другая. Сегодня это 1%. Так что, когда мы сравниваем результаты опросов, говорящие об уровне доверия полиции тогда и сейчас, то раньше она не превышала 5%, а сегодня это 50+. Есть же разница. Во-первых, он слегонца соврал, потому что последние данные, их любят озвучивать Диканаидзе, Аваков, это 46%. Во-вторых, при чем тут полиция и почему они полиция этой своей прикрывают все? Они сделали эту игрушку, погремушку и везде показывают. Смотрите, полиция у нас какая, какие они красивые, вы видите. По поводу еще доверия, кстати, интересно, 6 октября. Так, начали больше доверять силовым структурам, милиции, налоговой, а также частным предпринимателям, профсоюзам, руководителям госпредприятий и астрологам. Я абсолютно полон оптимизма в том, что было сделано в смысле реальных реформ на госпредприятиях. Кажется, вы живете на другой планете, господин министр, чем эти люди. Вы это знаете? Кажется, что это вы цитируете какие-то другие источники. Я, к примеру, цитировал «Украинскую правду». «Украинской правде» доверяешь еще, Климкин? Потому что я вам скажу 2 вещи. Я цитирую тех реформаторов, которые ушли со своих постов в полной фрустрации. А журналист, в свою очередь, приводил цитаты Абрамавичуса и Квиташвили. Он ничего не выдумал, он просто привел цитаты 2 экс-министров. Все. И то же самое касается системы здравоохранения, которой управляет украинка американского происхождения. Одна из женщин, которых я очень уважаю.
Глубина проводимых ею реформ потрясает. Главное, что американского происхождения. Надо подчеркнуть, если американского, так понятно, плохих реформ не будет. Ну, начала это реформаторша знойно. Уляна Супрун на роботу приходить однією з перших. Темним коридором до зачинених дверей супроводжує чоловік Марко. Это было тогда, когда она только села в кресло министра. Ну, вернее, она как исполняющая обязанности была. Рюкзак у нее правильных цветов. Человек Марко приходит, трезубец у него на лбу. Как наши люди. Замужем. Так. Ну, це москальське. Українське – це одружитися. Ну, сильно, да? За спиною два портрети убитих під час Революції Гідності хлопців. Це є мої ангели, які допомагають. Я не знаю, какие ангелы-хранители там помогали, но они несколько дней только дверь центральную в министерство открывали. Однак на всі зміни потрібен час. Навіть на відкриття центральних дверей пішов не один день. Замок, що висів із часів міністра Раїси Богатирьової, таки зняли. А вот это уже свеженькое видео. Реформы, конечно, потрясают всех. Я не знаю, на кого рассчитывает Климкин, когда вот это вот он говорит, что всех потрясают реформы. Сама Ульяна говорит, что ничего нового она не придумала. Ідея така, не щось революційне, це, що всі говорять. Гроші повинні йти за пацієнтом. Реформы в медицине потрясают. Правда, мы сейчас не назовем ни одной. Ну, дальше Климкин опять-таки подчеркивает, что вот американцы поддержали, вот европейцы. Если... Беззаконие, а не верховенство права. Но сегодня, учитывая все виды реформ, поддержанных, кстати, США и Евросоюзом, И опять надо вставить США. США, значит, реформы на правильном пути. учитывая работу команды специалистов из США, Ничего не поменялось. Те же элиты, те же олигархи. Разочарование очень распространено. Он не прав? разочарование Он не прав? совершенно. Вы же слышали Фирташа, Коломойского, Ахметова, Пинчука. Их давно уже нет, их уже и след простыл, но тихо. Климкин хочет сказать кое-что важное. Главное вот что. Давай, валяй, что там главное? Украина действительно была абсолютно коррумпированной страной. И мы должны быть честными в этом. Огнеметом правды едва не сжег всю редакцию вместе с журналистом и честно признал, что Украина была коррумпированной. Что касается системных изменений, речь идет не только о борьбе с коррупцией. Это и новая национальная полиция, и полностью прозрачный электронный реестр. В принципе, они могут говорить о своих реформах вот так вот. Это и новая национальная полиция, это и новая национальная полиция, это и новая национальная полиция. Журналист задал вопрос по перепалке Авакова и Саакашвили, как они друг друга обливали и обзывали нехорошими словами. Климкин и здесь не согласен. Они же ненавидят друг друга, они называют друг друга варьё, клоун. Они ругались, стоя по разные стороны стола. Внутренняя политика — это... А президент был бессилен остановить это. Вы же видели видео, вы сами были там. Внутренняя политика может быть смешной, но она может быть и эффективной. Я думал раньше, что внутренняя политика может быть смешной и при этом эффективной, если это внутренняя политика цирка. Сайт под названием «Миротворец», связанный с членами вашего правительства, недавно выложил в сеть личные данные западных журналистов и членов съемочных групп. Это подстрекательство к насилию, не так ли? Нет, отнюдь. Тут в Киеве никто не подстрекает. Не подстрекают советники министра МВД, не подстрекают журналисты, активисты тоже не подстрекают. Это все ложь. Прекратите смотреть эту российскую пропаганду. В смысле свободы слова Украина — удивительный пример. Он что, наркоман, что ли? Поэтому я спрашиваю вас, вслед за британским правительством, которое написало от имени всей Большой Семерки, почему вы ничего не делаете в отношении тех, кто нарушает закон в вашей стране? Мы отреагировали, мы заявили, что это недопустимо. Нормальная реакция на беззаконие. В принципе, вот эта новая полиция, она может выезжать на место преступления и заявлять преступнику: «Эй, это недопустимо». Я сам заявил об очень четкой позиции против... Сайт до сих пор существует, и список до сих пор в общем доступе. Представители G7 считают, что это незаконно. Точка. Послушайте, моя позиция такова. Я предан идеалам свободы. Ему про Фому
А он про Ерему парит. Какая разница, каким идеалам он предан? Сайт до сих пор работает. Более того, на днях Антон Геращенко опять похвастал, что там сайт там приносит свои там какие-то там плоды приносит ему. Украина предана идеалам свободы СМИ. Эти ценности основополагающие для моей страны. Каждый журналист, который смотался из этого демократического рая, каждый, который сидит, каждый, который в земле лежит за свои убеждения, статьи, материалы, подтвердит. Да, так и есть. Нет, не спекулируйте на этом, потому что... Я не спекулирую, это заявление ООН. Нет, это дело... 4 члена делегации подкомитета ООН по предотвращению пыток приостановили визит на Украину и заявили, что вы отказываетесь от сотрудничества. Это когда отказались показывать тюрьмы, в которых предположительно пытали. Здесь Климкин объясняет, почему так сделали. Отнюдь. Я лично занимался этим делом, сейчас мы уже все уладили, и я скажу вам, почему так случилось. Мы подготовили надлежащее юридическое сопровождение их визита на Украину. Там, по-моему, 2 недели, да, или 3 недели был зазор и возможность все убрать в этих изоляторах. После этого набрали кучу планктона украинских журналистов. Ну и набрали там наблюдателей. Пришли туда, а там уже все чистенько, вымыто просто. А должны были быть, наверное, потеки кровавые на стенах, куски мозга висеть, да. За 2 недели ж такие глупые, что не убрали. Но согласно протоколу, я советую вам его просто прочитать, мы обязаны предоставить доступ в места, в которых могут применяться пытки по отношению к заключенным или имеет место ненадлежащее поведение с задержанными. Но речь шла о других объектах. То есть люди говорят, мы предполагаем, что вот там вот совершаются пытки в отношении людей, а им отвечают, нет. Нет, это другие объекты. Вы можете предполагать, что пытки совершаются вон там и вон там, вот, а здесь не предполагайте, это другой объект. И именно к ним хотели получить доступ наблюдателя. И мы им, конечно, отказали. Вы можете предполагать, что пытки вон там и вон там. Для вас Минские соглашения мертвы? Нет, конечно. Но вы не продвинулись вперед, вы не выполняете своих обязательств. И мы не намерены продвигаться. Он еще после этого говорил, и кому интересно, тут может посмотреть полное интервью. Но вот я здесь подвел бы черту. В очередной раз журналист, настоящий журналист, а не иллюзия или какая-то там подделка под журналиста, натянула украинского чиновника высшего звена. Понравилось? Было приятно. Ты вообще не привыкай к такому.